Эта история началась очень неожиданно. Ночью на телефон мне пришло уведомление, что на мою электронную почту пришло какое-то письмо. Я был очень удивлен, так как почти не пользовался данным почтовым ящиком, и кроме какой-то рекламы и социальной сети с предложением оформить кредит или какой-то левой вообще информации, мне туда вообще никогда ничего не приходило. Я включил компьютер, открыл свой почтовый ящик и понял, что это письмо не реклама от какого-то неизвестного мне человека. Почтовый ящик отправителя был набором каких-то букв и символов, так же как и имя отправителя. А само письмо имело вот такой смысл. Привет, это место когда-то было известным. Вот координаты. Я их скрыл, чтобы мне потом не предъявили за координаты. Обязательно поднимись на второй этаж и слушай. Слух твой лучший друг. Деревья говорят. Точка. У меня, честно сказать, побежали мурашки по коже. Я ожидал увидеть абсолютно что угодно. Какую-то рекламу, какие-то акции, предложение оформить кредит, пополнить счет, не знаю, да что угодно. Но только не письмо такого вот формата и с таким вот смыслом. К тому же это письмо пришло почти в 12 ночи. Друзья, но перед началом этой жуткой и очень странной истории, с которой я хотел бы с вами посоветоваться и поделиться, я вам сейчас расскажу действительно очень важную, полезную для вас информацию. Знакомо для вас это приложение, друзья? Каждый из вас ежедневно пользуется Телеграмом, даже не осознавая, что это уже далеко не мессенджер, а в руках он держит настоящий бизнес-инструмент. Я использую этот мессенджер для продаж своих услуг уже вот более 5 лет, с 2019 года. За это время я продал огромное количество своих услуг, заимел большое количество своих клиентов, при этом я заплатил Телеграму ровно 0 за рекламу. За эти 5 лет я досконально изучил психологию Telegram, алгоритмы Telegram и систему, как она устроена, а также нашел способы, как рекламироваться в Telegram абсолютно бесплатно, не тратя ровно ничего за рекламу. И при этом получать достаточное количество клиентов, чтобы продавать свои услуги, либо же свои товары, если у вас таковые имеются. Я решил создать свой авторский курс, на котором я вам расскажу, как с помощью Telegram привлечь клиентов в свой бизнес, продать свои услуги, продать свои товары, свою интеллектуальную собственность, если вы творческая личность, при этом ровным счетом не платить ничего. Возможно, данный курс изменит вашу жизнь к лучшему, и вы, например, сможете в перспективе уволиться со своей работы, которая вам надоела, и привлекать людей в свой фриланс, в свой бизнес, используя данный универсальный, очень крутой инструмент. Помните, что сегодняшнее решение определяет ваше глобальное будущее. Смело переходите на сайт марафона по ссылке в закрепленном сообщении. Списывайтесь с менеджером и уже получайте доступ к курсу, который уже сейчас доступен для вас. Итак, мы, пожалуй, продолжим. Я сразу почувствовал, что это не шутка, и кто-то реально постарался найти мой почтовый ящик, который на канале, к слову, у меня скрыт. Я понимал, что неизвестный для меня человек очень тщательно искал мои контакты, чтобы отправить мне какие-то 2 строчки абсурдного письма, не имеющего никакого смысла. Да и сам текст мне показался очень странным. Как будто специально его писали так, чтобы я вообще ничего не понял. Странные координаты, бесполезная информация, про какие-то говорящие деревья, но четкое указание пойти на второй этаж неизвестного мне здания. Смысл текста был похож на чью-то шизофазию, характерную для людей, страдающих шизофренией. Вполне возможно, что мне писал человек с жгучим желанием найти мои контакты любой ценой, скинуть мне плод своего воображения. А возможно, мне писал человек с какими-то конкретными идеями, задумавший что-нибудь плохое. Я решил проверить координаты через Google карту, и Google карта мне не выдала ровным счетом ничего. Система выдала ошибку и написала, что такие координаты невозможно найти на Google картах. Загадка, казалось, была решена. Насколько я понимал, мне написал действительно какой-то странный человек, который абсолютно не имел ничего общего с географией. Возможно, какой-то школьник, либо просто какой-то безграмотный человек, который как-то решил привлечь мое внимание к своей персоне вот таким вот странным способом. Но через некоторое время в общении со своими друзьями я вспомнил об этой ситуации и по приколу рассказал, что было такое вот странное письмо в 11:30 ночи, где какой-то непонятный человек мне отправил странные сообщения и непонятные координаты, которые не пробиваются через Google карты. И что данные координаты абсолютно никуда не ведут.
И для подтверждения показал это письмо на своем телефоне, на что один из моих знакомых ответил мне то, о чем у меня пошли реально мурашки по коже. Он мне говорит: Шульц, тут реально правильные координаты, и кто-то специально поменял их местами. Вот первые цифры, которые были в координатах, они должны находиться сзади, а задние цифры нужно сместить с точкой вперед. В этот момент я понял, что письмо мне отправил не дилетант, а человек с какой-то конкретной целью, который замаскировал эти координаты. Я примчался домой, буквально сразу открыл компьютер, загрузил туда правильные координаты, и на моем экране появился, как вы думаете, что? Появился огромный лес, и красная метка стояла посреди леса. Я приблизил карту и увидел, что метка указывает на какое-то заброшенное, одиночно стоящее здание вытянутой формы. Рядом в нескольких 100 метрах на карте была видна какая-то накатанная дорога. Ну, не особо накатанная, просто какая-то дорога была. И по внешнему виду, который показывал спутник, это здание было заброшено еще очень давно, может быть лет 25-30 назад. К нему не шли абсолютно никакие дороги и никакие тропинки. Меня мучил вопрос, откуда этот человек мог знать про это одиноко стоящее здание. Может быть, он подписан на мой канал, может быть, он тут когда-то работал, и либо же он является местным жителем из окружающих населенных пунктов. Возможно, он просто нашел какую-то рандомную заброшку, ткнул на нее метку, решил мне отправить эту карту, чтобы я просто сидел и реально чесал затылок, не зная, что и для чего это мне отправлено. И вообще, какой в этом весь есть смысл. Собственно говоря, спутниковые снимки данной постройки, данного здания не дали мне ровным счетом никакой конкретики о том, что тут находится. Нужно было искать какую-то зацепку, а значит следовало изучить историю окружающих населенных пунктов. Оказалось, что это место находится всего в 200 километрах от меня. Я мог бы туда добраться за несколько часов, но что-то мне подсказывало, что туда ехать не стоит, и прежде следует максимально подробно изучить это место. Ведь, возможно, мне подкинули какого-то кота в мешке, либо же какую-то подставу, хотят для меня сделать. Я почитал историю окружающих населенных пунктов, подписался на какие-то местные паблики там с парой десятков подписчиков, чтобы хоть что-то узнать об этом месте. И мне удалось выяснить некоторую информацию. Мне стало известно, что это здание забросили еще в начале 90-х годов по какой-то абсолютно непонятной причине. Информация о назначении этого здания разнится. Один источник утверждает, что это какая-то была инфекционная больница закрытого типа, другой же источник сообщает, что это была какая-то советская секретная лаборатория, которая охранялась с 70-х по 90-е годы. И в какой-то момент она была ликвидирована, все оборудование вывезли буквально за неделю, а здание осталось заброшенным. Его некоторое время еще вроде как охраняли, и потом охрана оттуда была снята, куда-то она пропала, и с тех пор уже больше 30 лет здание стоит брошенным. Информации было все еще мало, я решил поискать упоминания об этом объекте на каких-то местных форумах. И моя попытка что-либо найти была провалена. Я ровным счетом не нашел ничего. Я даже не смог выяснить название этой больницы или лаборатории, или что там реально находилось. Но неожиданно мне помог мой старый знакомый. Оказалось, что он 10 лет назад приезжал в эти места, чтобы с помощью металлоискателя поискать монеты на старых царских хуторах. А хутора он находил с помощью Google карт. То есть просматривал территорию со спутника, находил очертания старых фундаментов в полях, и приезжал туда, находил всякие монетки. И он также само 10 лет назад или 11 лет назад заметил вот это вот одиноко стоящее здание в лесу. И по его словам, когда он заехал в местный магазин, у него сложился разговор с местными мужиками. И он, как водится, задал им вопрос, собственно, а что они знают об этом объекте, который стоит в лесу. Мужики, переглянувшись, рекомендовали ему туда не ходить. Аргументировав это очень просто, мол, мы туда не ходим и тебе туда не рекомендуем идти. Он туда как-то особо не рвался идти, потому что он нумизмат и какие-то одиноко стоящие заброшки не входили в зону его интересов. Но зато он запомнил очень важную информацию. И мне удалось наконец-то выяснить название этого места. И называлось это здание, или этот объект, который там находится в лесу, Краевая лаборатория номер 308. Вроде как-то так, если он не ошибся. Наконец у меня появилась зацепка. Я с двойным усердием пошел изучать местные форумы. И действительно мне удалось наткнуться на тему, датируемую примерно 2008 годом, где какие-то форумчане один одного спрашивали, стоит ли посещать данное место. И, судя по переписке, действительно мало кто там был, и люди
также особо не обладали какой-либо информацией. Но пролистав страницу за страницей, наконец-то мне удалось наткнуться на длинный пост некоего Рамзеса. Рамзес рассказал какую-то очень странную историю, ссылаясь на своих знакомых, которые якобы ему эту историю и рассказали. Цитирую его сообщение. «Ребята, всем привет. Место интересное, но я не рекомендую вам туда лезть. Оно не охраняется, но там не менее опасно. Не знаю, правда или нет, но мне дядька один рассказывал об этом месте странную историю. Он работал вертухаем в местной перевалочной тюрьме вблизи железной дороги. Сейчас она полностью снесена и застроена дачами. Так вот, в конце 80-х на территории объекта что-то достраивали, и для этого задействовали несколько десятков заключенных. Некоторое время они проработали там, что конкретно они делали, он точно и не знает, но в середине осени все слегли со странными симптомами. Поднималась температура, они просто синели и в итоге задыхались. Потом заболело еще несколько солдатиков, которые были прикомандированы к тюрьме. Начальство собрало нас и сказало, что началась какая-то эпидемия. Взяли подписку о неразглашении и отправили в отпуск. Приезжали какие-то санитары, делали какую-то обработку, а окружающие села посадили на карантин под предлогом гриппа, ведь все-таки была осень. Через несколько месяцев тюрьму расформировали. Это был 1991 год. А весной уже все снесли тракторами, а территорию продали под застройку дач. Ребята, не знаю, правда ли дядька говорит, да и знакомый живет в том районе высоких дач, жив-здоров, но вот в ту больничку лучше не лезть. Оттуда пошла вся эта зараза. И неизвестно, что там делали и для чего делали. Конец цитаты. Тема буквально взбурлила, люди реально начали писать свои догадки и гипотезы. Я также очень сильно этим заинтересовался. Листая страницу за страницей, я надеялся что-либо для себя подчеркнуть и новое узнать. Но оказалось, что это едва ли не единственная информация со слов какого-то Рамзеса, который описывал воспоминания какого-то дядьки, который работал в местной перевалочной тюрьме. Все-таки мне удалось в теме найти несколько фотографий этого места, кем-то сделанных на кнопочный телефон, а также небольшие обрывки видео, на которые реально мало информативные. На фотографиях мы можем видеть фасад здания, какие-то ящики с противогазами, непонятно валяющиеся какие-то трубки запакованные и какие-то разбитые, валяющиеся по зданию противогазы. Материалы реально были ужасного качества. Было видно, что люди как-то в попыхах в срочную это все делали, фотографировали. Поэтому фотографии, видео получились какими-то рваными, смазанными. Но тем не менее, у меня уже появилось хоть какое-то минимальное представление об этом месте. Соответственно, я уже понимал, куда мне, возможно, предстоит поехать. Одно из последних сообщений гласило, что в начале нулевых годов, когда по стране распространилась какая-то чума, из-за которой собаки поболели, там местные животные, в этом месте вроде как был какой-то штаб дезинфекции. И, в принципе, на этом информация обрывается. То есть больше никаких упоминаний об этом месте нет. Я начал понимать всю мрачность этого объекта, где, возможно, в советские времена проводились какие-то химические, а может быть и биологические опыты. Вполне возможно, что история неизвестного дядьки вполне себе реалистична и правдива. И в начале 90-х неизвестный вирус вырвался из лаборатории и погубил несколько десятков жизней людей. Тогда все сходилось, ведь стремительное закрытие объекта и то, что оборудование было вывезено буквально за неделю, не могло произойти без какой-либо важной причины, и, соответственно, не могло произойти без какого-то указания сверху. Я посчитал, что примерно в конце осени была закрыта лаборатория, а спустя 4 месяца была демонтирована и тюрьма. С тех пор прошло уже более 30 лет, и до сих пор среди крон посреди леса прячется заброшенный неизвестный объект, который, возможно, стал причиной какой-то локальной местной катастрофы, о которой местные стараются умолчать. Невольно вспомнил события 1986 года, трагедию на Чернобыльской атомной электростанции, как власти замалчивали данную трагедию и чем это все потом закончилось. Сколько еще неизвестных страниц истории нам предстоит перевернуть. Мои размышления прервало очередное уведомление. Я не поверил своим глазам. На почту мне пришло второе письмо от того самого человека, который 2 недели назад мне его уже писал. Цитата. «Второй этаж не смотри, иди в подвал. Подвал длинный, длиною в жизнь и много точек».
Свое странное сообщение закончил большим количеством точек, как бы подчеркивая важность своей шизофазии и серьезность своих мыслей. Мне поначалу показалось, что это какой-то розыгрыш, как будто человек меня реально знает и просто пытается как-то мною манипулировать, подыграть, разыграть меня или что-то в этом роде. Я все же решился написать ему длинное сообщение. Сейчас для вас его процитирую. Здравствуйте, спасибо за интересные локации. Мне интересно посещать подобные места. Но подскажите, что это за место и чем оно примечательно? Я нигде не нашел какой-либо истории об этом месте. Если это просто баян, то я не особо желаю тратить свое время на посещение. Жду от вас более развернутую информацию. Я отправил письмо и до сих пор не получил никакого ответа. Как вы думаете, кто мог мне писать такие письма? И вообще, с какой целью человек начал мне писать очень странные письма? Возможно, он болен на шизофрению или имеет какие-то навязчивые мысли. В чем смысл писать непонятные фразы и менять координаты местами? Напишите ваше мнение в комментариях. В чем логика? Это какая-то игра, квест или же это какой-то злой умысел? Безусловно, для меня это повод посетить очень странное место с реально интересной, необычной историей. Но как вы думаете, стоит мне туда ехать? Или все-таки не ехать в эту непонятную, возможную ловушку? Сейчас для меня важно ваше мнение и ваш совет, друзья. Друзья, но перед концом этого видео напоминаю, что если вы желаете освоить новый бизнес-инструмент бесплатной рекламы и научиться продавать через Telegram свои товары, не платя абсолютно за рекламу ничего, то поспешите перейти по ссылочке в закрепленном комментарии, напишите нашему менеджеру и уже проходите курс «Меняйте свою жизнь в лучшую сторону». Итак, встретимся с вами на курсе. Ну а сейчас я попрошу вас обязательно подписаться на канал, поставить лайк. Надеюсь, для вас эта информация была действительно интересная, а я в ближайшее будущее постараюсь то место либо же посетить, либо же выяснить, что это за человек мне писал. Оставайтесь на связи. Увидимся.